Всех приветствую на своем канале. В данном видеоуроке мы будем с вами вязать вот такую вот шапочку, которую можно носить как с отворотом, так и без отворота, довольно-таки оригинальным узором, где лицевые ряды мы вяжем соединительной петелькой, а изнаночные ряды мы вяжем полустолбиками с накидом. Вязала я из вот такой вот пряжи. Это Alize Кашемир, где в 100 граммах у нас 300 метров. Так, вязать будем на обхват головы 57-58 сантиметров. И на такую вот шапочку мне понадобился всего лишь один моточек. Я вязала такой небольшой образец, то есть я набирала 15 воздушных петелек и вязала 4 полосы, то есть 8 рядов туда-обратно. Все мои расчеты можно будет найти в описании под данным видео. Как я измеряла ширину, то есть я вот этот образец немножечко вот так вот растянула и посчитала, сколько у меня, немножко, совсем чуть-чуть, и посчитала, сколько у меня будет вот таких вот полосочек. Ну, то есть я посчитала, что у меня 4 полосы, это 4,5 сантиметра. А мне необходимо 59,5 сантиметров. То есть с 1,5 сантиметра мы даем еще навскидку, для того, чтобы шапка не лежала нам просто впритык, чтобы она нам не жала. И просто по математической формуле высчитали, у нас получилось 52. Полученное число у нас обязательно должно делиться на 4, так как у нас 4 клинышка. 52 как раз таки хорошо делится на 4. Это будет 13 полосочек. То есть в каждом клинышке у нас будет по 13 полосочек. Все вот эти расчеты вы найдете в описании под данным видео. Вот составила такую схемку, по которой мы будем вязать. Итак, глубина или высота шапочки у меня будет 30 сантиметров. По моим расчетам, это необходимо нам набрать 71 воздушную петельку. Итак, берем пряжу, делаем узелок и набираем 71 воздушную петлю. На данный момент мы с вами будем вязать вот эту вот нулевую полосочку, назовем ее так. То есть мы набрали 71 воздушную петельку плюс петля подъема. И теперь смотрите, как мы вяжем лицевые ряды. Просто с соединительными петельками. Вяжем до конца ряда 71 соединительную петельку. Покажу, как дальше продолжим вязать. Так, связали мы первый ряд. Это цепочку из соединительных петелек. Теперь делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание и будем вязать наш изнаночный ряд, который будет состоять из полустолбиков с одним накидом за заднюю полупетлю. Вот таким вот образом вяжется именно за заднюю полупетельку. Вяжем самостоятельно до конца изнаночный ряд. Покажу, что делать далее. Вот это будет наша одна полосочка. У нас это вот этот вот наш нулевой ряд. Далее вот этот каждый ряд это одна полосочка, состоящая из лицевого и изнаночного ряда. Вяжем до конца, покажу, как будем вязать далее. Довязываем до конца изнаночный ряд. Смотрите, как провязываем последнюю петельку. Делаем накид, и здесь не за заднюю полупетлю, а полностью за всю петельку. Так мы провязываем только последние петли. Провязали, воздушная петля, развернулись.
Итак, это наш вот этот вот нулевой ряд получается. Сейчас мы будем делать вот эти вот укороченные ряды. Изначально первый ряд. То есть каждый ряд до конца ряда не довязываем 2 петли. Итак, у нас сейчас лицевые идут ряды, то есть опять же за заднюю полупетлю с соединительной косичкой идем, только идем не до конца ряда, а 2 петельки в конце мы не довязываем. Вяжем наш первый укороченный ряд. Соединительными петельками. Вяжем самостоятельно. Итак, провязали первый укороченный лицевой ряд. Смотрите, 2 петельки, 1, 2. Вот это вторая петелька, которая с перемычкой. Мы не довязываем до конца. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и идем вязать изнаночный ряд, так как мы его и вяжем, то есть это полустолбиками с одним накидом за заднюю полупетлю. Вяжем до конца ряда. Не забываем, что последнюю петельку ряда мы провязываем полностью, не за заднюю полупетлю, а полностью. Так, провязали первый укороченный ряд, идем вязать второй укороченный ряд. Подъема. Так, опять же за заднюю полупетлю, это лицевой ряд, просто соединительными петельками. Вяжем опять же не до конца ряда, а вяжем не доходя до конца 2 петельки. Это у нас второй укороченный ряд, лицевой ряд. Вяжем самостоятельно. Смотрите, до конца ряда не довязали 2 петельки. 1, 2. Вот это крайняя, которая с перемычкой. Воздушная петля и идем обратно изнаночный ряд. Полустолбик с накидом за заднюю полупетлю. Это мы вяжем второй укороченный ряд. Вот этот вот второй. То есть каждый укороченный ряд у нас будет меньше предыдущего на 2 петли. Таким образом нам надо связать 10 укороченных рядов. Нулевой мы не считаем. Вот эта первая полоска, это нулевой ряд, который будет у нас завершающим в 4-м клинышке. То есть мы когда будем вязать, у нас всего 4 клинышка, каждый из которых состоит из 13 полосочек. Когда мы с вами будем вязать 4-й клинышек, он будет состоять из 12 полосочек, и вот этот нулевая полосочка будет как бы 13-й. То есть вот тут будем сшивать. Еще раз потом об этом расскажу. То есть сейчас самостоятельно вяжем вот все вот эти 10 укороченных рядов. Вот отсюда их считаем. То есть вот это первый укороченный ряд, вот этот второй. Провязываем самостоятельно все укороченные ряды, а я покажу, как далее вязать 11 ряд. Так, смотрите, связали 10 укороченных полосочек, рядов. То есть можно посчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и нулевая наша полосочка. Сейчас с вами вяжем 11-ю полосочку. То есть эта 11-я полосочка будет скреплять вот эти вот все уголки. Я сейчас покажу, как она будет вязаться. Так, сделали здесь петлю подъема, разворачиваем. Сейчас у нас лицевой ряд. То есть просто соединительными петельками. Подходим к нашим этим вершинкам. Теперь смотрите, как мы их будем вместе собирать. Так,
Здесь еще провязываем. Вот каждая вершинка, мы ее подхватываем за целую петельку. Так, а ступеньку ниже, чтобы спуститься, берем еще вот эту вот перемычку. Так, перемычка и за заднюю полупетлю. И вот так вот вместе сделали переход. Сама вершинка, полностью петелька. Обязательно используем вот эти вот перемычки для спуска на нижнюю ступеньку. В конце каждого ряда у нас есть вот такая перемычка. И вот таким образом двигаемся, то есть соединяем в одну полосочку, двигаемся прямо до самого конца. Довязываем до конца этот наш ряд лицевой 11. Опять же последнюю петельку мы захватываем полностью. Петля подъема, разворачиваемся и вяжем, как мы обычно вяжем изнаночные ряды. То есть это полустолбики с одним накидом. Все, если вы правильно собрали все эти петельки, то должно получиться 71 петля плюс петелька подъема. То есть сейчас просто двигаемся обратно и 12-13 полосу вяжем, ну то есть тоже у нас будет 71 петля без всяких убавлений. Так, и это у нас будет один клинышек. Всего нам надо 4 таких клинышка для нашей шапочки. То есть связали 13-ю полосу и дальше опять начинаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 2 петельки, просто не довязывая, ну, в конце. Так, и когда мы будем с вами вязать 4-ю полосочку, она у нас будет состоять из 12 полос. 13-й для нее будет вот эта наша нулевая полоска. Далее покажу, как мы будем сшивать нашу шапочку. Итак, я довязала уже 4-й клинышек. В 4-м клинышке, как я и говорила, смотрите, не 13 полосочек, а 12. То есть после 10 мы провязали еще 11-12 полосочку, а 13 для нее это наша нулевая полосочка. То есть вот когда мы будем их соединять, вот сейчас мы будем сшивать детали, их получится как раз 3. То есть все ровные клинышки. Так, смотрите, довязали мы 12-ю полосочку, да, в 4-м клинышке. И обрываем ниточку, оставляем ниточку для сшивания. Вот так вот соединили, вот так скрепили. Все, закрепили. Теперь продеваем иголочку. Сейчас покажу, как будем соединять детали. Так, смотрите, вот это наша лицевая сторона. То есть вот изнанка, вот так сложили лицо с лицом. Так, продели. Смотрите, снизу мы как бы сделаем такую закрепочку. Мы эти 2 детали просто вот так вот соединим. Вот так вот просто скрепили. А теперь, что мы будем соединять? Так, мы будем вот с этой с правой стороны брать, смотрите, вот у нас косичка, вот идет косичка. Мы будем брать вот эту только полупетлю верхнюю.
С одной стороны у нас вот эта полупетля. Так, а с этой стороны, так, смотрите, вот идет косичка, вот идет перемычка, а все остальное вот так вот. То есть, чтобы на лице у нас и оставалась, смотрите, вот такая косичка, и за ней вот эта перемычка. А все остальное мы вот как бы так прошиваем. Так, полупетелька здесь. А здесь вот так вот. Хорошо стягиваем. Опять же, вот здесь берем полупетлю. Здесь вот эти вот две петельки. То есть за ними уже больше ничего не остается. Вот. А спереди получается косичка и перемычка. То есть, ну, как бы, чтобы не нарушить наш узор. Хорошо стягиваем. Вот, и с изнаночной стороны тоже, чтобы не потерять вот эту косичку, потому что если носить шапочку с отворотом, то здесь вот у нас получаются такие косички. Итак, шиваем до конца, то есть до верхушки, до макушки, нитку не обрываем, покажу, что делать дальше. Так, соединили деталь, смотрите, дошли до верхушки, да. Теперь берем вот этот хвостик, это хвостик, который у нас оставался в начале вязания, когда мы цепочку набирали из воздушных петель. И вот так вот завязываем узелочком, потому что будем еще верхушечку, ну, как бы сцеплять, и поэтому, чтобы вот этот наш шов не стягивался. Просто соединили. Так вот на узелочек. Теперь выворачиваем наизнанку. Так, теперь мы просто пройдемся, как бы иголочкой вот так пройдемся, как бы сцепим каждый рядочек. Потом мы будем стягивать до необходимого нам размера. Не забывайте, что делаем это мы с изнанки. То есть не каждый рядочек, а, скажем так, каждую полосочку мы вот так вот соединяем. Потом стянем до необходимого размера. Ну все, дошли до хвостика. И теперь просто аккуратненько стягиваем.
Все, посмотрели, если достаточно вам этого отверстия, закрепили опять же вот вместе с этим хвостиком. Можно вывернуть, посмотреть. То есть вот так вот получается макушечка. Вот такая макушечка. Мне, в принципе, вполне достаточно. Сейчас соединю я вот эти ниточки, хвостики спрячу, покажу окончательный результат. Вот как выглядит макушечка. Так, вот как выглядит шапочка. Как я уже и говорила, на обхват головы 57-58 уходит один моток. Вот что у меня осталось от этого мотка. То есть это уже вторая шапка, это проверено, один моточек ровно. Ну, остается совсем чуть-чуть. Так, можно носить вот так вот с отворотиком. Можно носить без отворота. Стопроцентная шерсть. Шапочка получилась не очень толстая, то есть, ну, я не очень люблю толстые шапочки, мне нравится, в принципе. Вот, всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Если вам понравился мой мастер-класс по вязанию вот такой вот шапочки, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!